этом сезоне мы шли навстречу чудесам на лошадях, Все, гоу! Настоящее волшебство. на быках и ослах, летели на вертолетах, Господи! спускались на тросах, мчали на машинах и общественном транспорте. Нас не остановили даже закрытые границы. И вот мы добрались до последнего чуда в этом сезоне. Ой, да перестань. Перестань, говорю. О, это ты? Узнал? Конечно, узнал. Премиальный мир с картой MasterCard не забудешь. Добро пожаловать в реальный. А за премиальный пошли монетку бросать. Пошли. Ты чувствуешь, чем пахнет, а? Чем, Антон? Концом сезона и островной скумбрией. Всем привет! Это «Орел и Решка. Чудеса света». И мы посреди Атлантики. Да, мы на Азорских островах, и они просто фантастические. Да-да-да, говорят, что здесь отдыхает сам Бог. Мы звонили, он скидывал фотки, инфосотка. Хочется узнать, кто же будет отдыхать как богиня. Ну я. Давай конец сезона сделаем это нестандартно. Как? Орел, Решка! Давай. и в финале есть победитель. Кто? Вась, держи, да не переживай, это же острова. Что? Всегда можно утопиться. Спасибо за рекомендации. Фу, рюкзак такой мокрый, мерзкий. Что ж с тобой сделала-то жизнь? И бедрышком работай. Хорошо. В 1000 километров от большой земли, посреди Атлантического океана, притаилась маленькая, изумрудная. наше чудо света – Азорские острова. Так, ну что, первым делом, конечно же, мне нужно найти обменник. Так, у мужчины на спине написано Let's Talk. Давайте у него что-нибудь спросим. Sorry, hello. Do you know where I can change my money? We used to have a place here to change, but the only thing you have now here is the ATM machine. Так, вот и первая проблемка. Денежки в аэропорту поменять нельзя. Так, ну ладно, будем импровизировать. Hello, can you help me, please? You're a taxist? You're sleeping, yes? Sorry. Maybe you can change my money. Change, exchange. To euro. Euros? Yes, I have 100. You don't have. Can you take me to Ponta, to the... Delgado. Да, see. Yes. Yes? For free? Yes? No. But how much does it cost? 8 euros. 8? Местных денег у меня нет. Автобусов из-за карантина тоже нет. И выбора другого нет. Пешком 4 километра. Слышите этот звук, который ни с чем нельзя спутать? Слышите этот невероятный звук океана? Странные вы какие-то, до него еще далеко. Зато я прекрасно слышу звук мотора. И да, это за мной. Hello?
Везите богатое тело в красоту. Let's go! Конечно, богатому туристу приятнее передвигаться на 10-метровом лимузине. Но самая дорогая машина, которую можно арендовать у аэропорта – новенький Mercedes бизнес-класса. Азоры – это архипелаг из 9 островов вулканического происхождения. И это настоящее чудо света. Уголок нетронутой, девственной природы, которая сохранилась в том виде, какой она была задолго до появления человека. Остров Сан-Мигель самый большой, самый населенный и самый туристический из всех 9 Азорских островов. Этот остров иногда называют зеленым из-за потрясающих ландшафтов, которые не оставляют равнодушным даже искушенного путешественника. Знаете, в чем демократичность Сан-Мигеля? Неважно, богатый ты тут или бедный, ты всегда будешь при зелени. Ну, посмотрите вокруг. Так, за час неспешной ходьбы я сэкономила 8 евро и дошла до главного города Азорских островов – Понта-Делгадо. И здесь точно можно обменять деньги. Так, сколько у меня? 50, 60, 70. Так, 83 евро. Да, мне должно хватить. Чудеса начинаются сразу при входе в город. Здесь в изобилии растут гигантские деревья, которые редко где еще можно встретить. Вау, какое красивое громадное дерево! Этот великан – новозеландское рождественское дерево. Или просто пахутукава. Смотрите. 1 метр, 2 метра, 9 метров! 9-метровая окружность ствола дерева. Слушай, ну это реально одно из самых больших деревьев, которых я обнимала. Я маленькая, как горошина, да? И таких громадных растений здесь тысячи. А городской сад вообще выглядит как джунгли, в которых кто-то проложил тропинки. Вот фикус, который растет у нас дома. А вот фикус, который растет на Азорских островах. Зацените масштабы! Чтобы вы понимали, это корни фикуса с меня ростом. Благодаря океану воды всегда в достатке. Почва вулканическая, очень плодородная, и весь год держится практически одинаковая температура воздуха. Из-за таких климатических условий здесь вся зелень растет как на дрожжах. Даже обычный папоротник в 3 раза больше, чем мы привыкли. Ой, какой он приятный на ощупь. Такой волосатенький, как будто это животное. Класс. Азорские острова – рай не только для растений и животных на суше, но и для морских обитателей. Дело в том, что прямо у самых островов проходит теплое течение Гольфстрим, которое создает идеальные условия для рыб. И азорцы строят на этом бизнес. Туристам на островах предлагают эксклюзивные туры, чтобы посмотреть на кашалотов, дельфинов, барракуд, акул и других экзотических рыб. Начнем с китов. Я посмотрю на китов, киты посмотрят на меня. И оба мы будем счастливы от созерцания редкого и прекрасного. Спасибо за шикарную поездку. Обригадо. В прошлый раз Орел и Решка уже были на Азорах, но китов так и не видели. А все потому, что киты недолюбливают островскую серьгу. Товарищи дельфины!
Скажите, пожалуйста, вы кашалота не видели? Китов все нет и нет и не предвидится. Я подготовился. Я арендовал лодку, нанял профессиональнейшего гида, который знает в океане каждый подводный куст. У меня не забалуешь. А все потому, что вот на этом экономить нельзя. Увидимся. Но не факт. Ни за какие деньги вам не дадут стопроцентной гарантии, что китов получится увидеть. По сути, ты платишь не за встречу с китами, а лишь за вероятность этой встречи. И чаще всего туристы возвращаются ни с чем. Такое китовье казино. Вот на этой лодке. Никогда я к китам не поплыву. Я сумасшедший, что ли? Поплыву на этой. А вот это надувная лодка «Зодиак». Она супермобильная и позволяет максимально близко и быстро подбираться к китам, чего не сделаешь на катере или на яхте. Операция «Зодиак». Джеймс Бонд. Обычно в такую лодку помещается около 10 туристов. Так дешевле. Но я выкупил все места. Существует целая технология по поиску китов. Ты садишься в лодку и просто выплываешь в океан. How you understand that the whale is here, that we should go this side? There to the east, there are people with big binoculars scanning at the ocean constantly, and they tell us, I got this there is a dolphin group there, I got the blow there. Ждать сообщения с берега можно не 1 час. Но уже минут через 10 киты начинают мерещиться в каждой волне. Я тем временем тоже решила попытать удачу. Так, ну тут, конечно, все мне намекает о том, чтобы посмотреть китов. Hello. We are close. Okay, do you have another office? Yes. Yes? Keep on walking this way. Uh-huh. The place you can rent motorbikes. After that, you go down to the stairs to the marina. Oh my God. And speak to the aventura. Okay, thank you. Thank you, guys. Так. Чтобы посмотреть на китов, мне надо заплатить 60 евро. Ну, камон, это больше половины моего бюджета. А есть я что буду? Дырку от бублика. Шиш меня, а не киты. Только что по рации сообщили, что киты на западе. Плывем на запад, к китам-ковбоям. Прямо по курсу несколько бьющих из-под воды фонтанов. Это явный знак, что там большие киты. Движемся прямо к ним. Просто само ощущение, что я нахожусь в нескольких метрах от самого... Вау! Чума! Какой он гигантский! Обалдеть! Ребята, я увидел кита. Прямо перед нами, в 2 метрах! Он вынырнул только что! Зараза, и так неожиданно! Китовая саечка за испуг. В 2 метрах! Саня, ты успел это снять? Это так близко. За 10 лет существования передачи в «Орле и Решке» никто и никогда не видел китов. Никто. Получается, я первый. Не благодарите, это просто моя работа. Но если серьезно, мне вот теперь точно будет о чем рассказать внукам. Я еще там прибру, приукрашу, сделаю историю более красивой. Дело за малым.
Иду делать внуков. Барракуда, сюда иди. Остров Сан-Мигель довольно компактный, и на автобусе можно доехать в любой его уголок. Есть один лайфхак, как бюджетному туристу попасть совершенно бесплатно в пятизвездочный отель. На Азорах возможно все. И я это хочу сейчас провернуть. Этот отель проработал лишь год, и вот уже 30 лет заброшен. Теперь здесь тусят не богачи, а насекомые и бедные туристы. Это яркий пример того, как природа Азорских островов мистическим образом не принимает цивилизацию. Фу-фу-фу-фу-фу. Ребята, сейчас, конечно, очень сложно представить, что когда-то здесь было роскошное место. Боже мой, ну здесь просто обстановочка для того, чтобы снимать фильм ужасов. Все в плесени. Все грязно, разваливается. Так, что тут у нас? Привет из Латвии, Канада, Тринидад. Слушайте, да такое впечатление, как будто этот отель, вот когда он опустел, он стал привлекать больше туристов. Наверное, людей привлекают загадки. Сегодня полуразрушенный отель – это популярное развлечение для приезжающих на Азоры туристов. Так, разойдитесь, people. Посмотри. Вот это. С крыши отеля открывается потрясающий вид на сети Сидадиш. Это знаменитые разноцветные озера, образовавшиеся в потухшем кратере вулкана. Слушайте, я что-то не ожидала, на самом деле, что это будет настолько круто. Вы посмотрите на это. Чудо Азорских островов в богатстве природы. Я наконец-то смог сменить маску на маску и заказал себе дайвинг-тур, чтобы посмотреть на обитателей местных вод. На Азорах совершить погружение можно даже в полуразрушенном кратере вулкана, который за годы наполнился водой и подводными жителями. Hello, sir. Hello. Antonio Whale Catcher. Bruno, nice to meet you. Nice to meet you. You I'm ready ready. for the dive? Yep. Всякий турист, будь то бедный, будь то богатый, может за недорого искупаться в тепленьких вулканических источниках долины Фурнаш. Вода здесь особенная. Во-первых, в ней содержится много железа, а во-вторых, она подогревается внутренним теплом самой земли. Лучше рыб могут быть только рыбы, которых еще не видал. Отчаливаю. We will see about there.
we have been Yeah. seeing Uh-huh. barracudas, Yes. the damsel fishes, Yeah. Blue the whale. merrows on this side And of beer, the shop. please. Perfect. Дайвинг на Азорских островах, конечно, не самый зрелищный в мире. Вода мутноватая и холодная, течение норовит унести тебя в сторону, а дно поросло водорослями. Но мне все-таки повезло встретить множество мелких рыбешек, несколько покрупнее, и одного огромного осьминога, спокойно бродившего посреди водорослей. Я даже успел его погладить, пока он не уплыл по своим осьминожьим делам. Ах, если бы не собачий холод, от которого даже гидрокостюм не спасает, можно было бы поискать рыбу покрупнее. Слушайте, ну я хоть и касатка со стажем, но все равно мне было страшно. Во-первых, жутко холодная вода, во-вторых, подводные течения, в-третьих, ну никогда не знаешь, когда тебе захочется барракуду укусить за бочок. Такая горяченькая. Я как рак в кастрюльке. Поговаривают, что ржавчина, которая образуется на стенах бассейна из-за высокого содержания железа, это отличная природная маска. Омолаживает и очищает кожу. Ну что, проверим? Слушайте, а вы уверены, что вот это полезно? Вот эта ржавчина для кожи? Что, мне кажется, это опять какой-то очередной развод для девочек. Но я все равно буду мазать, а вдруг поможет? Стану моложе. Ну, загорели я точно вроде должна стать. Видите? По ощущениям, находиться в термальных бассейнах – это как принимать горячую ванну в хорошо натопленной бане. Просто дичайшая жара. Я себя почувствовала, знаете, кем? Курицей, которая варится в супе. Ну, жарко очень. Мне кажется, если бы я там еще была бы парочку минут, я реально бы парилась. Нет, я бы сварилась. С легкими парами, да? Но это круче, чем наши бани, чем турецкий хамам. Это намного жарче. В нескольких метрах от термальных бассейнов есть еще одно вулканическое чудо. Знакомьтесь, это фумаролы, а не, как вы могли подумать, гейзеры. Разница в том, что из фумарол пар идет постоянно, а из гейзеров периодически. В некоторых фумаролах температура воды может достигать 98 градусов, поэтому пить, конечно, из них не стоит, а вот пельмешки можно сварить. Местные говорят, пока острова вот так выпускают пар через фумаролы, а землю иногда потряхивает, жить здесь можно. Но как только бешеная энергия перестанет выходить, нужно срочно эвакуироваться. Скоро рванут вулканы. Безусловно, Азоры – великолепное место для единения с природой. Но делать это лучше всего с комфортом. Поэтому я отправляюсь в отель «Санта-Барбара». И да, я знаю, чего вы все сейчас хотите. Там-та-да-там! Там-та-да-та-там! Как и обещал. Кстати, отель сделан из пробкового дерева и бамбука. Звук как в голове соведущей. Эко-бич-резорт Санта-Барбара
Это еще одно подтверждение того, как местные заботятся об окружающей среде. На островах нет грязных производств. В местные гавани не заходят даже круизные лайнеры. А землю азорцы до сих пор возделывают вручную. И поэтому даже самые дорогие резорты здесь строятся с акцентом на экологичность. Например, в моем отеле электричество получают за счет солнечной энергии. Hello. Hello, how are you? I'm fine, thanks. Thank you. I need the best one, luxury gold, emerald, diamond, king, presidential, imperator, spa deluxe, eco room. Okay, enjoy. Thank you very much. This side? Yes, that side. Thank you. Вау! Я живу в маленькой, уютной, дорогущей бане. То есть тут дерево. Тут даже плафоны обрамлены бамбуком. Диванчик под цвет травы. Плетеный коврик из натурального волокна. Единственное, что телевизор выбивается из общего эко-стиля, но я сюда загружу костер и сделаем вид, что так и надо. О, у меня свой обеденный пень. Кайф. А еще... У меня собственный бассейн! Ну как собственный, он, походу, один на все номера. И как тут бессовестно голеньким купаться, когда соседи будут смотреть из-под бамбука? Мать моя, тектоническая плитка. Знаете, что круто? Смотришь на отель, и полное ощущение, что он сливается с местным пейзажем в единое целое. Это просто волшебно. Я очень доволен отелем и номером. Вот вроде все просто и минималистично, но так уютно. Я последний раз столько удовольствия от Санты-Барбары получал, когда наконец-то Мейсон ушел от Джины к Мерисе, которую бросил Сиси, узнав, что ребенок не от него, а от сына кузена Дона Патрисио. Даже вдалеке от материка сервисы и услуги могут быть отличными. Обригадо. Премиальной картой удобно расплачиваться везде. Даже посреди Атлантики с MasterCard ты получаешь больше. Слушайте, быть в нескольких метрах от океана и не попробовать его дары – преступление. Кухня японская, рыба азорская, рот мой, и все это вместе в сочетании безумно вкусно. Тот, кто хоть раз пробовал сашими не из замороженной, а из свежевыловленной рыбы, не даст соврать, что между ними колоссальная разница. Настолько свежая рыба, ощущение, что она вот только что в сальтухе выпрыгнула из океана и приземлилась прямо мне на тарелку. Сногсшибательно. Обригадо. Бедному туристу рестораны не по карману, только забегаловки. Man says that you have very good dishes, Cesaro. Yeah, it's very good. Is it traditional meal? Local tradition. Perfect. I'll try it, of course. Thank you. Взяв еду с собой, можно устроить ужин на свежем воздухе. Прямо на берегу Атлантического океана. Так, открываем наш ларчик. Ну, великолепие, великолепие вкусов. Наша рыбонька непростая, золотая. Это маленькая ставритка, хорошенько зажаренная во фритюре. Называется шишаруш и считается местным деликатесом. Всего за 6,5 евро ее подают с ломтиком перца, несколькими кусочками картошки и гороховой кашей. Так, ну, на вид классическая панировочка, да?
Ой, а запах нежный. И знаете, какой-то вот, как будто бы здесь что-то добавлено кисленькое, вот, что сразу же возбуждает аппетит. Я как будто ем чипсы. Знаете, вот не хватает то ли соуса, то ли они вот, видимо, пережарили ее, и вот не хватает сочности. Мясо очень сухое. Ну, это прям совсем какое-то разочарование. Бюджетные туристы на Азорах раньше часто ночевали в палатках, но так было до карантина. Сейчас палатки запрещены, поэтому придется раскошелиться. Я нагуглила себе квартиру всего за 30 евро. Погнали посмотрим. Чтобы арендовать здесь квартиру, даже не нужно встречаться с хозяином. Просто переводишь деньги на счет через любой терминал, забираешь ключ из специального ящика. Класс! И вуаля, ты дома. Ну что, давай посмотрим, как выглядит азорянская квартира. Ого! Серьезно? За 30 евро? Вообще не по-бедному, а? Класс! Я просто в шоке. В моем распоряжении кухня, спальня, ванная и приятная атмосфера жилой квартиры. Здесь есть даже сушилка, да, такие вещи, которые, ну, редко встретишь, когда снимаешь вот так вот квартиру. Слушайте, ну вид, конечно, какой должен был быть за 30 евро? Ну, как бы внизу парковка, кусок дома, ободренного немножко. Вот там виднеется океан. Хоть согрелся. Доброй ночи. Так, приснись невесте, жених на новом месте. Приснись невесте, жених на новом месте. Желательно зрянец. Я проснулась пораньше и пошла искать себе бюджетные развлечения. Завтракать хочу. Сейчас перекушу на скорую руку и на другой остров полечу. Я отправляюсь на главное чудо Азорских островов, увидеть которое может позволить себе не каждый турист. Во-первых, это далеко. Во-вторых, довольно недешево. Я уже на пути к самой западной точке Европы, самому дальнему, самому зеленому, самому дикому и самому спокойному острову Азорского архипелага, острову Флориш. У бедного туриста тоже есть вариант побывать еще на одном острове Азорского архипелага – Вилла Франка. Находится он в километре от Сан-Мигеля. Hello. Perfect, and you? Оказалось, сегодня я единственная, кто решил сплавать на этот островок, и экскурсия будет только для меня. Со всего кайфа, я одна на лодке. Почему еще можно мечтать?
Остров Вилла-Франко выглядит потрясающе. Как будто здесь когда-то лежало гигантское кольцо, которое с годами ушло под землю, и на его месте образовалось прекрасное озеро, как в сказке. Here you can see the birds. They just arrived last month, and they arrived from the Caribbean. Way to arrive. Very long, yes. Yeah. It's a protected area. Здесь гнездятся и откладывают яйца разные виды буревестника, главной морской птицы. Obrigada! Thank you! Ну вот, мы на суше! Do these people, wait, they live here? Yeah, when it was private, they were living here in this house. How a government say them to leave this island? Because it was a lot of birds nesting here. So to protect them, they asked the family to turn into a protected area. It's so cool, really place to live here. Это поразительно, насколько интересы природы для азорцев стоят выше собственных. Кину монетку, и неважно, что мне выпадет, орел или решка. Главное — это вернуться сюда. Но сделаю я это в другом месте, потому что я-то сейчас в заповеднике. Три часа в небе, остановка на острове Фаял, и уже скоро я буду на Флорише. Тут очень интересная система полетов. Самолеты на Азорах летают с остановками. Приземляются, забирают пассажиров и летят дальше на следующий остров. Такая большая маршрутка в небе. Вы на следующий не выходите? А вот и он, чудо Флориш. Его площадь всего 143 квадратных километра, но красот здесь хватит на одну небольшую страну. Когда-то один человек сказал: если у вас есть всего 1 час на острове Флориш, бросайте все и едьте на водопады Рибейра де Феррейра. Ну а кто я такой, чтобы спорить с Птушкиным? Бросаю все и иду к водопадам. Любая дорога на Флорише – это отдельный вид наслаждения. А к водопадам и подавно. Знаете, когда смотришь на очень красивые вещи, то стараешься максимально точно подобрать слова, чтобы передать увиденное. Но когда перед тобой такие невероятные пейзажи, то все слова бессильны. Но о чем говорить, когда перед тобой безусловное чудо света? Азоры – это прежде всего природа, поэтому я ее буду изучать вдоль и поперек. Прям вот буквально вдоль и поперек. Я заказал себе необычное развлечение, но довольно типичное для этих мест – каньонинг. Экипировка, короткий инструктаж и погнали!
И вот первая трудность – вода. Много холодной воды. Трудность вторая – водопады и горные пороги, о которые очень легко себе что-нибудь повредить. Сказка. Почти как обзорка на автобусе. О, вот за это я и люблю путешествия. За возможность больше никогда это не делать. Но вокруг, конечно, невероятно красиво. Трудность номер 3 явно не для тех, кто боится высоты. Я прыгнул только что с 6 метров. А оказывается, вон там была тропиночка вниз, и можно было просто спокойно спуститься. Лучший способ увидеть Азоры. Постараться выжить и увидеть Азоры. Выхожу на финишную прямую. Спуск по натянутому над рекой тросу. Но сколько тут есть еще способов умереть? Вот она, конечная точка моего тернистого пути. Самый последний, самый опасный прыжок. Лучший способ познакомиться с природой Азорских островов. Не просто посмотреть на нее, а пощупать и стать частью ее. А если повезет вернуться с таким же количеством конечностей, с которыми вы шли туда, то это просто сказка. А еще, если у вас есть искушенные друзья, обязательно возьмите их вот в такое приключение. Правда, будьте готовы, что больше друзей у вас не будет. На краю света, последний раз в этом сезоне, я прячу для вас бутылку со $100. Ее координаты – Азорский архипелаг, остров Флориш, водопады Рибейра де Феррейра. Напротив одного из самых красивых водопадов, между камнем и поваленным деревом, вас и ждет наш клад. Тут как раз хватит на обратный билет. Дело за малым, накопите прилететь сюда. Не случайно я приехал к старому маяку острова. Это самая западная точка Европы. За ней Атлантика, а за ней Америка. Кажется, что это настоящий край света, а не только Европы. До самого горизонта простирается бесконечный океан, а ты стоишь, смотришь на него и просто наслаждаешься безграничным ощущением свободы. Как все-таки это символично. Маяк, океан, закат, и я на краю света. Ведь если подумать, наша команда – это такой маленький кораблик. И даже когда во всем мире штиль и закрытые границы, мы все равно упорно надуваем паруса. И продолжаем показывать вам все новые и новые неизведанные места нашей планеты. Да, и пусть они не такие величественные, как, например, Великая Китайская стена или Северное сияние, но все же оставляют воспоминания на всю жизнь. В мире еще тысячи потрясающих чудес, и мы продолжаем их открывать. Поплыли дальше. Полный вперед! Азорские острова – особенное чудо света. Сюда обязательно стоит приехать, ведь это чуть ли не единственный уголок первозданной природы, которая мало где сохранилась.
Это край фантастических видов. Невероятных открытий. Чума! Ребята, я увидел кита. И экстремальных развлечений. Сколько тут есть еще способов умереть? Край, откуда по-настоящему не хочется уезжать. Главное – это вернуться сюда. Вот такие они, Азорские острова. Фантастическая красота. Зацените масштабы! Вау! Просто дичайшая жара. О! Ух ты! Полный вперед! Хотел эффектно подбежать в конце сезона. Привет. Давай мочи, сразу. Слушай, Тох, я знаешь, что поняла? Что Азорские острова, они не такие, как все. Так. Они не раскрывают сразу свои секреты. И если вам повезет, и вы сюда приедете, и здесь не будет туманов, то вы их запомните навсегда. Слушай, звони в Министерство восторженных вздохов, потому что я тут видел китов. Бау! Шах и мат. Да все. Ну представь, сколько у нас зато впечатлений за весь сезон. Даже несмотря на то, что половину его я провел с 3 конечностями. Да, Тох, а я твой тыл прикрывала и старалась сохранить свои вот эти конечности. Спасибо, то ли еще будет. Но самое главное, что мы увидели столько красоты в этом мире и готовы смотреть еще. Ну все, до встречи на... Просто до встречи. Васька, мы с тобой уже год вместе путешествуем. Давай отпразднуем, а? Минуту молчания. Давай.